Разгром Ракудзуичи, столкновение главного героя с Хиюки и раскрытие шокирующего замысла Тихира. Неужели он решил примкнуть на сторону своего противника? Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. 44 главе Кагурабачи Хакадзуна порадовал нас интересной цветной страницей с основными персонажами этой арки. Кстати, выглядит она и правда очень интересной. Битва с главой клана Сазанами окончена, Кьюра погиб. И смотря в этот момент на изнеможденного Хакури, себе стало жаль его. Ведь какой бы ни была их цель и каким плохим человеком не был Кьюра, однако он все равно был его единственным отцом. Поскольку остальных выживших из отряда Тоу Сиба пощадил, даровав им шанс продолжить свою жизнь, дабы в будущем они не позволили в своей семье произойти трагедии, как случилось с Тенри, который изначально не был виновен в том, что он родился в клане Сазанами. Однако времени на сочувствие не было от слова совсем, ведь здание Ракудзуичи из-за серьезных повреждений после сражений начало разрушаться, унеся за собой жизни тех, кто находился внутри. Еще и Хиюки не прекращала буйствовать, поскольку всех, кого нужно было, уже спасли, и теперь она вдоволь могла размять свои кулаки, убивая всех этих отморозков преступного мира. Так что пока не стало слишком поздно, взяв на спину Хакури, Сиба тут же направился к Аркухира, дабы поскорее телепортироваться отсюда. Приходя в сознание, в последний момент ГГ успевает забрать с собой катану Магацуми, но оказавшись на улице, Сиба приходит в полнейший шок, ведь он наверняка схватил его перед перемещением, но Тихира уже рядом с ним не было. После чего мы видим, как Хиюки своим финальным ударом огненной костью окончательно уничтожила здание Ракудзуичи, похоронив под его завалами множество пришедших сюда преступников. Но затем из облаков пыли вышла и сама Кагари вместе с Тихира на спине ее напарника. Оказывается, перед разрушением здания Тафуку снова заключил их в иное пространство, где Хиюки все же заявила о намерении забрать обе магические катаны. Однако, сполна узнав главного героя, она больше не обращается к нему как к недостойному владеть магическим оружием. Кагари извиняется перед ним, ведь как бы то ни было, ей все равно придется выполнить поставленную перед ней задачу от Комунаби. Сам же Ракухира не хотел никому отдавать магические катаны, вот только сегодня он стал свидетелем проявления силы истинного удара. То, что продемонстрировал им Кьюра, было лишь частью мощи этого оружия, но даже эта часть вгоняет в него дрожь. Ранее отец никогда не рассказывал ему о свойствах истинного удара, возможно, желая навсегда оставить это в секрете. Поэтому сейчас он не имеет даже ни малейшего представления, когда Магацуми, то бишь истинный удар, снова выйдет из-под контроля. Так что главный герой считает, что это магическое оружие действительно нужно запечатать, но в ту же очередь, зная, что главной целью Хисяку является использование истинного удара, Тихира опасается, что именно этого и желает противник, чтобы Комунаби повторно наложили на него печать. ГГ был уверен, что как только это произойдет, Хисяку по-любому сделает свой ход. Хиюки же заявила, что не позволит злодеям творить все, что им вздумается, говоря, что при их появлении она раздавит их на месте. Как раз таки именно такой настрой Тихира и хотел услышать, поняв, что она ни за что не позволит злу воспользоваться магическим оружием, а поэтому он отдаст ей истинный удар, однако свою магическую катану Ракухира не намерен отдавать. К тому же в таком случае миссия самой Хиюки по его надзору тоже закончится, а ей явно не хотелось бы сидеть без дела. И поэтому главный герой предлагает Кагари сделку. Он оставит себе магическую катану Небеса Бездны, но вместе с этим сам вступит в ряды Комунаби. И тут, ребятки, я вообще вылетел, ведь это госорганизация, считайте, что собирается запретить использование магических клинков, единственного оружия ГГ, которым он хочет расправиться с убийцем его отца. Однако, встав в ряды Комунаби, Тихира мало того, что сохранит за собой катану Небеса Бездны, так еще и получит возможность узнать тайны своего отца. Ведь под защитой этой госорганизации как раз таки находится тот самый владелец Магацуми, и разговор с ним предвещает быть очень интересным. Так что теперь главный герой у нас продолжит свой путь, но уже в рядах
Коммунаби. Так и еще у него теперь появился отличный напарник в лице Хакори, который впредь желает доказывать на деле свою ценность. Правда, из-за того, что он из клана Сазанами, я пока не знаю, как к нему отнесутся в Коммунабе. Но с другой стороны, он уже давно был против того, что делала его семья, да и к тому же он был одной из главных фигур, которые уничтожили Ракудзаичи. Так что я считаю, что к нему претензий не должно возникнуть. Что же, будем тогда ожидать то, что нам покажет Хакадзона в новой арке Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.